Видение. Послание от духов рода. Послание вам, послание от духов рода. 3 варианта, выбирайте любой. Не забывайте все мои контакты в шапке профиля. Открываете, нажимаете на аватарку кругленькую, открываете, ссылку нажимаете. А дальше, если не открылось до конца, то вверху 3 точки, на них нажимаете. Нажали, и выходит такая строка «Открыть в браузере». Нажимаете на эту строку, все открывается, и, пожалуйста, пишите, в какой чат вам нравится, в такой и пишите. А также можно написать в директ. Сердечки, подписки, радости. Вам это легко, а мне это очень-очень радостно. Не забывайте про энергообмен и про донейшн. Вам послание от духов вашего рода. 1, 2, 3. Кто выбрал цифру 1? Около вас стоит человек, который охраняет вас по жизни. Человека, которого уже нет в живых. И нет в живых это не первое поколение. Он дальше стоит. Почему-то он считает, что именно вас надо охранять, потому что где-то вы поступаете неправильно или наоборот ранимые. Что он хочет вам сказать, этот человек? У кого-то это мужчина, у кого-то женщина. Смотрите сами, пишите в комментариях, что он хочет сказать. Он хочет сказать: будь осторожна, если ты планируешь какую-то поездку в ближайшее время, отложи. Не время сейчас куда-то ездить. Время навести порядок у себя, в себе самой и в своем доме, и в своей семье. Ну, тут показано, что да, этот человек как ваше второе «я». Этот человек действительно, то есть человек, говорю, он уже дух. Этот дух, он рядом с вами, он вот ваше второе «я». И вот он еще раз говорит, что не надо поездку, не надо пока поездку, потому что двойственная ситуация. Кто выбрал цифру 2? Вам послание от духов рода. Кто выбрал цифру 2, вам послание от духов рода. И здесь идет четко, что это мужчина, может быть, дедушка или кто-то, потому что так вот в возрасте, не маленький. Он хочет сказать вам, ты имеешь способности, почему ты их не развиваешь. Эти способности тебе переданы нами по ДНК. Если эта женщина прям идет четко по женской линии, если даже мужчина, это по женской линии, но говорит вам мужчина. Почему ты ими не пользуешься, не помогаешь людям и не помогаешь самой себе. Перестань лениться, начинай обучаться, и это даст тебе и внутреннюю энергию, и радость жизни. Потому что, когда ты обучаешься, ты продлеваешь свою жизнь и будешь жить долго. Здесь на вас ругается этот человек, что вы не делаете то, для чего вас послали в этот мир. Да? Потому что вы не хотите, вы как маленький ребенок, который не хочет учиться ездить на лошади, а на козе легче, потому что она поменьше. Здесь именно идет об этом. И идет, что вам говорят, что познавайте по женской линии, вот четко тут внизу прорисовано, по женской линии вам идут знания по ДНК, но надо обучаться, нужно познавать, нужно все время, чтобы был опыт. Вот что вам говорят. Так, кто выбрал цифру 3? Какое послание вам от духов рода? От духов рода вам идет послание. Вам идет от духов рода, вам идет послание, что необходимо пойти на кладбище. На кладбище к родственникам, очень близким родственникам. Навести там порядок, сделать цветы, там посадить, еще что-то. Ну, то есть порядок навести. Если вы находитесь далеко от этих могил, очень часто мы бываем, что мы живем в других странах, запомните, все кладбища мира вместе связаны. Вы идете на любое кладбище, которое вам нравится. Сначала вы берете обязательно и коньяк, и какие-то печености, там коньяк, водку, вино, приоткрываете его, и сначала вы даете вот на любом перекрестке на кладбище или под дерево, вы кладете этот откуп хозяину и просите хозяина, чтобы передал послание, передал, что вы помните о своих умерших родственников. И можно сходить еще, кто православный, в храм и заказать
панихиду, не просто, а панихиду. А далее, вот когда вы на кладбище уже придете, найдете могилу или с именами ваших близких, или ту, которая вам понравится. Но ту могилку надо тоже убрать, оставить там тоже какие-то цветы, пирожки. Ни в коем случае на кладбище не распивать спиртное и ничего не есть. Когда вы пойдете домой, с кладбища выходите, не оборачивайтесь. И когда приходите домой, перед тем, как зайти в дом, зайдите в какой-то магазин или супермаркет. Эту энергию кладбища оставьте, а придя домой, постирайте все вещи, которые были с вами. Я всегда говорю, когда на кладбище идете, одевайте бахилы несколько штук, чтобы потом их можно было на кладбище уже, когда выходите, там есть мусорные бачки, чтобы можно было все выкинуть. И стираете все вплоть до обуви. И сами моетесь. Вот какое послание вам от рода. Принимаю, приобретаю, жизни и счастью дорогу открываю. Жду вас на личных раскладах, чистках и предсказаниях. Пока-пока. Вивьена.